Я снова всех рад вас приветствовать, ребята, на канале Великий Манипулятор. Сегодня мы немного с вами поговорим о биткоине, об эфире, об Аде Кардане, а также разберем некоторые проблемы, о которых я бы хотел вас попросить, чтобы вы мне их не создавали. Итак, для начала поехали, ребята, по поводу разборов полета. Во-первых, хотел бы вас попросить, очень многие у меня просят, чтобы я открыл доступ к данной таблице, таблица подарок, о которой вы знаете, что такая таблица существует, чтобы вы могли здесь вписывать свои токены и могли так смотреть за своим портфелем. Кто смотрел мои ролики, тот понимает, о чем я говорю. То есть о таблице. Сейчас вам покажу данный ролик. Я здесь его делал еще. Вот, таблица для криптоактивов. Вот так она называется. И очень многие у меня просят, чтобы я делал доступ к этой таблице. Я всем делаю практически доступ. Не то, что практически, а 100% всем делаю. Вот здесь даже сегодня у меня было. Смотрите, даже сейчас есть у меня доступ. Прямо вам открою. Предоставляю этот доступ к таблице, все, доступ открыт. Но какая есть одна проблема, то что некоторые именно в данной таблице начинают писать свои данные, редактировать данную таблицу, что-то делать. Поэтому у меня огромная просьба ко всем. Ребята, эта таблица создана для того, чтобы вы могли ее скопировать к себе в Excel и там уже редактировать, делать под себя, что вы хотите и тому подобное. Потому что неделю назад я открыл снова этот подарок, эту таблицу, и здесь очень много разных записей, очень по-разному все было переделано под свой профиль и тому подобное. Я ужаснулся, потому что я открываю многим ребятам, чтобы они могли пользоваться, а они мне пишут, что за ерунда, что здесь происходит. Вот, и я теперь очень часто захожу и пересматриваю. Сегодня также я зашел на данную таблицу, снова были какие-то данные, снова были удалены вот эти формулы и так далее. Прошу вас, ребята, еще раз, данную таблицу вы можете скопировать для себя в Excel и уже в ней там работать. Потому что, видите, здесь очень много закладок вот сделано, еще вот такие закладки есть. Ребята, пожалуйста, не делайте это в моем Google диске, делайте это у себя. Те, кто делал вот эти таблицы, которые я сейчас показываю, пожалуйста, либо их перенесите к себе, потому что в течение нескольких дней я их буду удалять отсюда, чтобы у меня таблицы были нормальные. Остальные, те, кто просят у меня доступ к данной таблице, могли нормально пользоваться. И чтобы я не тратил свое снова время на редактирование данной таблицы, потому что в прошлый раз, неделю назад, у меня заняло более получаса, даже немножко больше, чтобы я обратно ее сделал такую, какой она есть на этот момент. Поэтому прошу вас, копируйте к себе и там же редактируйте и работайте с данной таблицей, если вы хотите. Хочу, чтобы вы отнеслись ко мне с пониманием, чтобы не обижались на меня, потому что мой труд также ценен. Поэтому я сделал для всех, а не для кого-то одного, чтобы кто-то один мог здесь редактировать. Это что по поводу таблицы. Надеюсь, ребята, вы все поняли, о чем я хотел вас попросить. Дальше поехали, ребята, по биткоину. Сегодня, как вы знаете, будет заседание ФРС, так что готовьтесь, сегодня будет очень высокая волатильность. Обычно всегда, когда происходит заседание ФРС, всегда есть волатильность. То есть мы можем пойти резко вниз, потом вверх, либо наоборот, резко вверх, потом резко вниз. Это так бывает, поэтому сегодня, если мы сначала пойдем резко вниз, я думаю, что мы потом и вылетим наверх. Что произошло по биткоину за эти несколько дней? Здесь было у нас довольно хорошее сопротивление на уровне 19 500 тысяч долларов. Мы его пробили. Сейчас закрепляемся очень хорошо на уровне примерно 20 300. Где-то в этом диапазоне мы находимся. Даже немножко можем даже ниже. И торгуемся сейчас мы над этой поддержкой. Поэтому если удержимся и проторгуемся некоторое время, это будет очень хорошо. И мы сможем, ребята, с вами дальше пойти в рост. Надеюсь, что сегодня заседание по ФРС пройдет нормально. Как обычно прогнозируется 0,75 базисных пунктов поднятия. Но, как говорится, все зависит от того, что будет говорить сам Джером Пауэлл. Как он будет смотреть на будущее, что будет происходить с экономикой США в дальнейшем. Если будет говорить все более нормально, то, возможно, мы пойдем снова дальше в небольшой такой рост. Некоторые спрашивают и пишут, будет ли перелой по биткоину, который произошел вот в данном моменте, именно 18 июня. Что бы я хотел вам по этому поводу, ребята, сказать. Смотрите, если смотреть на этот график, то действительно лой еще не был переписан по биткоину. Я хотел с вами поделиться также своим наблюдением, которое я использую, я смотрю. Если мы переключимся именно на область, то мы увидим, ребята, давайте посмотрим, где у нас был лой.
Вот. Лой у нас уже был переписан именно примерно 21 сентября. То есть, если смотреть именно по телу свечи, то лой уже был, ребята, переписан, мы уже его обновили. Но если смотреть по тени свечи, то действительно мы еще его не переписали. Это такое небольшое наблюдение, надеюсь, оно вам будет интересно, потому что действительно нужно смотреть на график по-разному. Не только тот, который мы привыкли именно по свечам японским, либо свечам Хайканаши и тому подобное. Но нужно также смотреть и на разные другие области, которые мы имеем. Поэтому обращайте также на это внимание. И можно сказать, что по биткоину лой мы, естественно, уже переписали, если смотреть по телу закрытия дневной свечи. Недавно вышла такая интересная новость по биткоину, ребята, что биткоин чрезвычайно дешев согласно индикатору Ярдиск. Что это за индикатор и о чем здесь говорится? Стоимость биткоина на рынке сильно упала с момента достижения своего рекордного максимума в ноябре. И некоторые показатели подтверждают тезис о том, что цифровое золото крайне недооценено, несмотря на восстановление, которое мы видели в последнее время. Цепной индикатор работает простым способом, позволяя инвесторам правильно оценивать биткоин без использования каких-либо сложных инструментов анализа. Формула индикатора просто делит рыночную капитализацию криптовалют на хешрейт, нормализованный за 2 года данных. Итак, что здесь пишет данный аналитик? Здесь он пишет: сегодня мы наблюдаем второе самое низкое значение биткоин Ярдиск за всю историю, ребята, биткоина. Это означает, что в относительном отношении биткоин чрезвычайно дешев, учитывая количество энергии, используемой в самой мощной компьютерной сети в мире. Вот такой индикатор, ребята, он говорит, что действительно, что мы второй раз за всю историю биткоина находимся на очень низких уровнях по биткоину. Действительно, как мы можем посмотреть на данный график, что мы действительно находимся второй раз в истории на очень низких значениях, которые только существуют по биткоину. Поэтому действительно мы видим, что биткоин довольно дешев. Это может указывать, ребята, что мы понемножку можем разворачиваться и переходить в бычье такое направление немножко в восходящем тренде. Но как мы знаем, все не от нас зависит, не только от наших усилий, то, что мы покупаем, продаем биткоин. Также, как вы знаете, сейчас очень много зависит от того, как будет действовать в дальнейшем Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки. По эфиру. Что у нас с графиком эфира? Давайте также на него посмотрим. Итак, эфир очень хорошее было. Вот здесь накопление, как мы видим, где-то около месяца примерно. И выход в следующий диапазон. Как мы видим, также у него было вот такое сопротивление в эфира было. Он вышел за это сопротивление, протестировал. И я так думаю, что еще раз будет его тестировать. И от данного уровня в $1500, думаем, будем отскакивать и снова идти вверх. Эфир очень себя сильно показывает в данном медвежьем рынке. Хорошая у него динамика, а также он очень многих разочаровал. Это тех, кто, ребята, до сих пор еще ждет его по 700, по 800, по $600, ребята. Я думаю, что в этом медвежьем рынке вы уже данной цены никогда не увидите. Уже не первый раз об этом говорил, что 700-600 долларов такой цены вы уже никогда по эфиру не увидите. Только если произойдет снова что-то наподобие коронадамп, либо же будет рецессия продолжаться и усугубляться, только в этом случае вы сможете увидеть данную цену. Если будет все так, как сейчас, то есть поднятие на 0,75 базисных пунктов, 0,50 базисных пунктов, именно процентных ставок по ФРС, то, ребята, по 700 и по 600 долларов эфир вы никогда уже не купите. По поводу ADA. Очень и очень много, ребята, я услышал хейта в свою сторону по поводу ADA. Вот сейчас я вам покажу. Я выпускал данный ролик 27 сентября. Месяц назад я как раз выпускал данный ролик. Мне очень много написали, что я ничего не понимаю по поводу ADA Cardano, чтобы я вообще такие ролики не делал и тому подобное и так далее. Ребята, я знаю, о чем я говорю. Я ничего не имею против данного проекта. Я наоборот за, чтобы этот проект развивался. Но запомните раз и навсегда, ребят, если руководство не будет выполнять своих обещаний, которые оно говорило, вы никогда не увидите данный токен больше в топ-10. Никогда. Почему ADA Cardano так сильно хайпилась в прошлом бычьем забеге? Все очень просто, ребята. Из-за того, что очень большие были надежды на этот проект, у них действительно хорошая идея, задумка у них была очень потрясная, и за счет этого произошел вот такой глобальный хайп, глобальный рост и так далее. Но, к сожалению,
ихние слова с делами разошлись, и поэтому мы увидели очень глобальное такое падение, и ADA Cardano очень сейчас себя плохо показывает на криптовалютном рынке. В том видео говорил, что пока руководитель именно Чарльз Хоскинсон не начнет заниматься своим продуктом, в топ-10 ADA Cardano никогда не будет. Никогда. Посмотрите свой ролик, как я и говорил, я создал еще 27 сентября. 27 сентября, и много хейта по данному токену. Смотрите, мы от 27 сентября даже по телу свечи мы упали еще на 25%, ребят. На 25%. О чем вы мне хотите рассказать? Что я чего-то не понимаю? Я очень слежу много за данным проектом. Даже за данным проектом, которого нету в моем портфеле, но я наблюдаю, чтобы быть в курсе, чтобы понимать, возможно, уже пора его закупить, и действительно произойдет хайп по данному проекту, и снова будет проект хорошо себя чувствовать. Но, к сожалению, на данный момент ничего пока не происходит. Ничего того, чтобы заставило меня купить данный продукт в свой портфель. Хочу вам также показать по истории. Давайте посмотрим, когда у нее был хай данной монеты. Итак, хай у нас был примерно 2 сентября 2021 года. Давайте на CoinMarketCap зайдем, и мы посмотрим именно исторические снимки. Есть 5 сентября. Итак, давайте посмотрим на исторические снимки. Смотрите, ADA Cardano на 3 месте. В топ-3, в топ-5 даже. По капитализации и так далее. То есть она была после биткоина и после эфира. Где сейчас находится данный продукт? Давайте посмотрим. На 9 месте. Ее уже Solana даже поджимает. А если бы не последний рост, который произошел вот у ADA, когда биткоин именно пошел вверх, и ADA за ним также последовала, то я думаю, что ADA Cardano бы еще ушаталась на 25 центов. Легко она может туда пойти. Поэтому не нужно меня за Cardano хейтить, ребята. Когда я увижу, что действительно проект снова начал хорошо работать, я выдам новый ролик и покажу, что это действительно очень хороший продукт. На данный момент, к сожалению, я не хочу иметь данный продукт в своем портфеле, а кто хочет его иметь, тот и может себе накапливать. Это лично мое субъективное мнение, с которым я делюсь вместе с вами. Так что, ребята, не забывайте подписываться также на мой канал. Через несколько дней будет новое видео, в котором мы поговорим о моем спекулятивном портфеле и посмотрим, что произошло с теми токенами, которые мы вместе с вами набирали. С вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор. Всем пока!